Как у нас говорят, какой русский не любит быстрой езды. И я бы еще добавил навалить боком и покрутить пончики. Вот давайте и проверим, способна ли наша машина на это. Нет, не способна. Однако в реальности машины могут делать так. Давайте разбираться, почему наши шины пока недостаточно хороши. В этом нам поможет график. Представим, что ось SX совпадает с продольной осью колеса, а ось SY с поперечной осью. Допустим, потенциальная продольная и поперечная сила SX и SY равны единице. Найдем длину вектора SC, который не что иное, как вектор комбинированной потенциальной силы покрышки. То есть потенциальная сила покрышки превысила лимит трения. На графике мы это видим. Точка S лежит за пределами круга с радиусом единица. Вот мы и подошли к теории круга или эллипса трения. Данная теория утверждает, что автомобильная покрышка не может обеспечить максимум сцепления вдоль поперечной и продольной оси колеса одновременно при комбинированном скольжении. То есть вектор силы трения не может превысить единицу. Это можно записать следующим образом. Если длина вектора потенциальной силы SC больше единицы, то нормализуем вектор силы. При дальнейшем росте SX и SY абсолютная величина силы покрышки F по-прежнему будет равна единице. Изменяться будет лишь ориентация вектора в пространстве. С теорией разобрались. Давайте теперь реализуем это. Откроем компонент колесо и в нем функцию add_forces. Соберем 2D-вектор из SX и SY. Найдем его длину. Если длина больше единицы, то нормализуем вектор. Сохраним результат в локальную переменную fNorm. И далее вместо SX, SY берем компоненты вектора fNorm. Проверим, помогло ли это исправить ситуацию. Нет, не помогло. А все из-за того, что мы ограничили потенциальную продольную силу SX единицей. В данной ситуации, когда SX и SY равны единице, поперечная сила FY теряет только 30%. Этого недостаточно, чтобы машину сорвать в занос.
Давайте посмотрим, что произойдет, если Sx будет намного больше единицы. Мы видим, что при значительном росте Sx отношение компонентов вектора f перераспределяется в пользу продольной силы fx. Латеральная сила fy при этом становится совсем незначительной. Иными словами, если автомобиль достаточно мощный, то большая потенциальная продольная сила колеса уменьшает боковое сцепление колеса, из-за чего колесо начинает сильно скользить в боковом направлении. Возвращаемся в компонент колесо в функцию getSx. Ограничим значение Sx в диапазоне от минус 100 до 100. Да, вот теперь намного лучше, но все еще недостаточно хорошо. Есть еще одно обстоятельство, на которое мы должны обратить внимание. В блюпринте автомобиля находим событие Event Tick и идем в самый конец. Сделаем следующее. Мы просто выведем на экран рядом с колесами значение их угловой скорости. Теперь наглядно видно, что внутреннее по отношению к повороту колесо имеет очень большую угловую скорость, а внешнее наоборот маленькую. И здесь все в порядке, ведь наш симметричный дифференциал не имеет блокировки. А раз так, то независимо от того, насколько силы реакции левого и правого колеса отличаются друг от друга, они всегда будут получать оба по 50% крутящего момента. Но так как реакция внутреннего колеса меньше, чем реакция внешнего, то суммарный момент на колесах будет отличаться, что приводит к избыточному ускорению внешнего колеса и недостатку ускорения внутреннего. И в результате мы теряем мощность. Чтобы решить данную проблему, нужен способ, который перераспределит крутящий момент в пользу отстающего колеса. Для этого инженеры придумали блокировку дифференциала. Существует множество технических решений блокировки дифференциала. Тема довольно обширная и интересная, заслуживает отдельного ролика. А пока что нам, чтобы реализовать алгоритм блокировки, достаточно знать суть происходящего процесса. А суть в том, что при разнице скоростей вращения колес, благодаря конструкции блокировки в дифференциале возникает трение, которое ускоряет более медленное колесо и замедляет более быстрое. И при полной стопроцентной блокировке оба колеса должны вращаться с одинаковой скоростью. Давайте посмотрим на возможное решение данного вопроса. Во-первых, мы можем рассчитывать ускорение всей ведущей оси целиком, как единой инерционной массы. Но нам это не подходит ввиду компонентной архитектуры нашей модели и ввиду недостаточной гибкости данного подхода. Более универсальный метод – это найти дельту, половину разницы угловых скоростей колес, и просто выровнять скорости с помощью полученной дельты. Этот метод получше, но чтобы реализовать его, нам потребуется значительно изменить саму архитектуру компонентов нашей модели. А это не есть хорошо. Нужно найти такой достаточно гибкий и расширяемый метод, который решит нашу проблему в рамках текущей архитектуры. Он – логическое продолжение второго способа. Я напомню, функция дифференциала возвращает крутящие моменты левого и правого колеса. То есть все, что нам нужно, это найти требуемый момент блокировки в дифференциале, благодаря которому угловые скорости вращения будут одинаковые. Половина разницы скоростей – это дельта угловой скорости. Из уравнения углового ускорения мы знаем, что дельта угловой скорости равна дельта angular velocity равно торг, деленное на inertia, умноженное на дельта time. Значит, крутящий момент равен торг равен inertia умножить на дельта angular velocity, деленное на дельта time.
Таким образом, мы и находим момент блокировки дифференциала, а затем мы лишь прибавляем его с противоположными знаками для выходного момента левого и правого колеса. Возможно, данное объяснение покажется кому-то сложным и недостаточно очевидным, но не переживайте. Мы обязательно вернемся к расчету дифференциала в отдельном видео, где более тщательно и подробно разберемся в вопросе. А пока, чтобы быстро научить машину делать дрифт, этого достаточно. Давайте же наконец добавим блокировку нашему дифференциалу. Открываем функцию getOutputTorque компонента дифференциал. Для начала нам необходимо добавить новые входные параметры функции. Это угловые скорости левого и правого колеса, момент инерции одного из колес, при условии, что инерции равны, и дельта времени. И добавляем расчет момента трения блокировки. В блюпринте автомобиля передаем дополнительные параметры в функцию. Итак, момент истины. Проверяем, поможет ли блокировка нашей машине уходить в занос. Да, то, что нужно. Если теперь посмотреть на показатели скоростей колес, то видно, что они практически одинаковы. Разница между ними совсем маленькая. Это из-за того, что мы рассчитываем момент блокировки с опозданием в 1 фрейм, но это не критично. Теперь наш автомобиль готов к соревнованию по дрифту, ну или можно просто покрутить круги на асфальте в свое удовольствие. Для полноты картины остается только добавить дым от горящих покрышек и следы на асфальте. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Если возникли вопросы или пожелания, пишите их в комментариях. На этом я откланиваюсь, до новых видео. В завершении данного видео хочу поблагодарить всех, кто поддерживает меня на сервисе Patreon.